Приветствую вас, друзья, на моем канале You Umbrella, твой желтый зонтик. Меня зовут Полина, но, вероятно, некоторым из вас я знакома как Сара де Бёрд. Сегодня необычное видео, и я хотела бы немного, совсем чуть-чуть, рассказать вам о своей первой книге, которую я написала. Именно эта книга послужила началом меня как писателя, началом моей писательской деятельности. И к моему удивлению, несмотря на то, что у книги есть свои недостатки, поскольку она первая книга, именно она получает наибольший отклик от читателей и наиболее приятные отзывы. Книга называется «В поисках утраченного. Черный принц в поисках утраченного». Вот так вот она выглядит. Это первое издание книги. Конечно, сейчас она продается в другом виде, в белой обложке. Она открывает трилогию «Черный принц». Но позвольте сказать, как вообще родилась эта книга. Надо сказать, что у меня нет филологического образования. У меня нет какого-то представления о литературных канонах, о правилах писательского ремесла. Я просто с детства любила читать книги. Сколько себя помню, книги всегда присутствовали в моей жизни. Мне нравилось читать, и порой думала, что когда-нибудь напишу собственную книгу. Конечно, думала я об этом, когда была еще ребенком и подростком, и всерьез эту мысль не воспринимала. Просто, может быть, мечтала об этом, но это была такая детско-подростковая мечта, которая перешла со мной во взрослую жизнь, и я, будучи уже сотрудником госучреждения, иногда вспоминала и продолжала мечтать, и в своих мечтах я о чем-то писала. О чем писала, неизвестно, просто видела, что я что-то пишу. Книга «В поисках утраченного» начинается со слов: «Верите ли вы в судьбу?» Я — нет. И все же это случилось. Это произошло не с кем-нибудь, а со мной. Наверное, это судьба. Но на самом деле первое предложение этой книги, которое появилось у меня, оно звучало немножко по-другому. Предложение этой книги, первое предложение, оно у меня появилось, когда я была еще студенткой. Просто вспыхнула, просто знаете, какая-то это была вспышка. Это предложение просто вдруг возникло у меня в голове, и я сразу поняла, мне нужно это записать. Я записала это предложение в телефон. Но телефон у меня на то время был кнопочный слайдер Nokia кнопочный. И я помню, я открыла этот слайдер, бегом напечатала это предложение на кнопочках. И подумала, какое хорошее предложение для начала нового романа. И это предложение звучало так. Этой зимой я поняла, что хочу сюда, в место, где находится мой второй дом. Дом с голубыми рамами и высоким крыльцом. Дом, где прошло мое детство. Когда я писала эту книгу, я не понимала, в каком жанре я пишу, поэтому обозначила ее как и последующие две книги, вошедшие в трилогию, как Young Adult. Хотя эксперт проекта «Список литературы Ридеро» Мария Хмара, она отметила, что в книге присутствует фэнтезийный мир. В 2023 году эта книга вошла в список литературы Ридеро, в осенний список литературы Ридеро. И эта книга «В поисках утраченного», она участвует в проекте «Список литературы» издательского сервиса Ридеро. Также осенью 2023 года моя первая книга
отправилась на ярмарку, юбилейную ярмарку Non-Fiction. Это история о тихой и скромной девушке Саре, о таинственном незнакомце с не менее таинственным именем Дэмиан, и история о загадочном черном принце. У меня не было какой-либо идеи, какого-то замысла, когда я писала первую книгу. Все, что у меня имелось, это образ Сары, образ главной героини, образ таинственного незнакомца Дэмиана и внутренняя трагедия Сары, потеря близкого человека, старший брат. И в основе вот этого треугольника лежала мистическая история о черном принце. У меня вообще не было какого-либо представления, в какую сторону будет развиваться сюжет. У меня просто было ощущение, что мне надо писать, мне надо это писать. И глава за главой текла сама собой, просто выливалась и выстраивался сюжет, как будто бы вот без какого-либо моего участия сам по себе. Когда я закончила писать первую книгу, оставила я ее с открытым концом. Я называю такой конец книги, когда подразумевается, что будет продолжение, да, намек на то, что будет продолжение истории. На самом деле я не подразумевала этого. Я даже не представляла, что появится и вторая, и третья книга. Все вот мое... На тот момент я была сконцентрирована на первой книге. И у меня не было в мыслях писать продолжение. И когда была книга уже опубликованная, заказала я тираж совсем небольшой, вот только для знакомых, для моих знакомых, чтобы они прочитали. Именно от них я стала получать отзывы о книге. И я вдруг поняла, что в какой-то момент, что история не закончена на этом, и она требует продолжения. Благодарю вас и увидимся в следующий раз.